Так, мама с утра за бутылку оливкового масла. Да? Угу. Масло самодельное. От нашей соседки. От нашей соседки, да. Вот такой пробкой мощной накрыто. В салат мама Оля добавила. Добавила, кстати, самодельный, я так и не угадал, по-моему, это яблочный уксус. Потому что она давала два уксуса, и яблочный, и виноградный. Вот. Я вчера, кстати, тоже его подливал. Вот. И теперь культурно, рукой мама Оля делает салат. Там яичница уже приготовилась. Сейчас будем подавать к столу. А Олег сейчас разбирает посудомойку. Ну, Михаил у нас на боевом посту. Уже еще не завтракал, а уже сделал домашнюю работу, да? Почти. Почти. Вот, молодец. А Олег нечестно, если Олег сегодня домашнюю работу не забил, он уже второй урок заканчивает. Ну вот, потом ты его где-нибудь уделаешь. Так что... Вряд ли, наверное, только на следующей неделе. Зато у меня были куча всяких других заданий. Зато он вчера английский не отправил еще. Да, он английский не отправил, а ты отправил, это все. Получил первую пятерку по математике. Миша пятерка по математике получил. А Олег вчера только по географии отметку получил. Положительную пятерку тоже. Ладно. И Ишенка стынет, ребяточки. И Ишенка. В общем, мы тут сели завтракать. Наш папа приготовил яичницу. Попробуешь, мам, какая она на вкус? С рисом еще. Рис я не клал. Откуда? Это мама себе положила. Вкусная, воздушная. Папа молодец. Да. Также у нас вот так вот на столе Салатик. салатик, хлебушек. Мама сделала сегодня. Купите, пожалуйста. Так, ну нам приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. А всем остальным хорошего дня и отличного настроения. Нам раскладушку, оказывается, привезли. I think Ganesh. No, Ganesh, go. А, On go. Besh. On beş, ага. Where? Балкон. А что, все сделали уже? Нет. А что? Вот No, это. no, here. Here. Уйди, Олег. Это Later, we go upstairs. Later. Later. Окей. Go. Он бешенчий кат. Энчика, что такое? А? Он бешенчий кат. 15 этаж. Это, в общем, раскладушка к нам приехала. Чуть позже покажем. Закрывайте. Он беш это 15, а он бешенчий 15-й этаж. Пока-пока, закрывай. Пока. А еще нам солнечную батарею привезли. Будем сейчас останавливать, пойдем с вами на крышу. Здесь уже наши пластины стоят на 15 этаже. И ребята бочку несут на 15 этаж. Сосед и Алексей. Ну что, друзья, мы на крыше. Тут огромное количество солнечных батарей. И посмотрите, какое море, как на ладони. Немножко, конечно, вид прикрывает вот эти вот здания, но тем не менее, вот оно, морешко. Это просто счастье жить в таком месте. Супер. Класс. Вот Эрдемли. Вот морюшка. Всем желаем такого же солнечного, отличного дня, хорошего настроения. Вот наш бассейн с высоты 15 этажа. Вот. Сальчасы здесь сушат. А это кто-то из хозяек сушит либо бибер салчасы, либо домата салчасы. Одна наша бочка, скорее всего, будет вторая. Куча инструментов. Исмаил. Alex, Olga.
Вот такой вид с самой верхней точки нашего комплекса. На район, на крышу, на ботанический сад, на строящиеся комплексы, на соседей. Вот эта надпись, которая на нашем корпусе написана. Стоит она как-то по диагонали. Вот. Что там еще интересного на той стороне? Ой. Здесь еще огороды, видите, как по классике. Все как положено. А там он копают, видимо, еще фундамент под очередное строительство. Вот. Вот такой вид. Это даже не крыша, это возвышение на крыше. Вот крыша. Вот где бочки стоят, это крыша. А мы сейчас находимся еще выше, чем крыша. На дополнительном каком-то возвышении, в котором находятся лифты и, ну, и подъем наверх, как это, лестничный пролет, чтобы подняться сюда. Вот такая вот история. Какой-то домишко вот здесь последний, видимо, затесался среди многоэтажек. Вот здесь заливает, по всей видимости, бассейн. Вот, судя по форме, это либо детская площадка, либо бассейн. А, это бассейн. Я смотрел их проект. Там у них бассейн значится вот в этой части комплекса. А тут, видите, все в бочках заставлено. И уже некуда было ставить. И нашу бочку поставили вот сюда вот наверх. Вон та желтенькая наша будет, как я понимаю. А вон море. Вот по этой дорожке, вот где машина белая выезжает, вот по ней мы идем до моря. Вот она. Почти весь путь вы видите, то, что мы вот вдоль нашего комплекса проходим немного. И потом вот она, эта тропинка до моря. Хоп, и все. Вот он уже там видна набережная. На пляже достаточно мало людей, потому что сейчас время полдень. Жарит солнце, жарко. Это учебное заведение, вот такое малоэтажное. Раз, два, трехэтажное здание. Этот как колледж для гостиничного бизнеса, короче. В той стороне находится Мерсин. Горы. Что здесь еще интересного? Вон какой-то комплекс интересный, вон большое какое-то сооружение. А здесь нам такое небольшое строительство, невысокое. Хотя мечети вот видны везде. Вон видно мечеть. Вот мечеть. Вот здесь на перекрестке стоит мечеть. Вон там еще, вон еще пики торчат минаретов. Везде, да, видны. Вон еще какие-то два здания, розовые и светлые. Не знаю, что там. Надо будет съездить на велике. Даже интересно. Так что так вот. Ладно, это вот строящийся комплекс. Вот доделывают уже. На нижних этажах этого комплекса, по-моему, да, уже начали... А, вот в этом вставляют окна. А этот скоро закончит, тоже начнутся. Вот еще один. Это прям за нами. Вот сзади уже вот она трасса. Я подозреваю, что дома туда придут к трассе. Вот стоят комплексы прям вот близко к трассе. Вот между ними такое полукруглое, это футбольный, как это называется, футбольная площадка, в которой можно в футбол поиграть. Там, по-моему, тренировки какие-то проводят. Вот как-то так, вот такой вид сверху. А здесь вот пальмы стоят. Ну, тут ботанический сад. Я вчера вдоль него ехал. И, насколько я понял, вот эти заросли напротив, большей частью тоже к ботаническому саду относятся. Так что здесь много чего интересного. Делают все быстро, мужики молодцы. Но если бы не разговаривали, то бы еще быстрее все сделали. В принципе, у них все заготовлено, они пришли, только на место все ставят, прикручивают, отрезают. Там у него два пацанчика молодых, которые помогают ему, дяденьке, все это делать. Все у них уже опыта много видно. Единственное, что все время бла-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 бла. Уже фактически все закончили, все уже скрутили, собрали, забили анкера в землю, в крышу, приварили, так что теперь ветром ее не перевернет. Если что-то, сильный ветер будет, не поднимет. В всяком случае, по опыту никогда такого не было. Так что пойдем опускаться ниже, теперь подключать будут эту штуку к системе.
Думали вот сюда поставить, но здесь очень мало места, и мы будем закрывать сзади стоящим, а нам будет закрывать впереди стоящие. Потом думали вон туда поставить, вот в то место. Но там тоже место в притирку. Мы будем, скорее всего, ну то же самое будет получаться, что одни закрывать другим. Если бы вон те были бы чуть поближе туда придвинуты, то это возможно было бы. Вот эти первые подвинуть туда к краю. А первым неохота это делать, потому что бордюр вот этот мог закрыть немного. Но я думаю, что когда-то к этому придут. Начнут все это переставлять, удлинять шланги и все делать, ну, чтобы всем хватало. А на этой крыше, видите, всего стоит 3 бака. Раз, два, три, а нет, 4 вон еще чуть выше. Там и того меньше, на соседнем корпусе. А при том, что у нас здесь все заставлено фактически полностью. Все, вот она наша стоит, это бандура. Стекло вот это горячее, кстати, я его потрогал, прям горячо. Все они собрали, скрутили, все сделали шланги. Единственное, кран вот перекрыт вот здесь. Они сюда еще будут залезать. Проложили шланг, опустились вниз. И здесь уже сделаны, вот в этих коробках сделаны опуски вниз уже. То есть фактически сейчас они просто найдут наш кран, состыкуются с ним и все. И все будет работать. Вот, проверят, что все работает. Но вода горячая будет, скорее всего, наверное, только завтра, ну или к вечеру, когда она нагреется. Так что такая история. Сейчас как все сделают, расскажем, сколько там это стоило. Я вот хочу проехаться в эту сторону. Вот тут перекресток за этим домом. И вот дома стоят в эту сторону, как сказать, в том направлении. Вот улочка идет. Попробовать туда проехаться, посмотреть, как там люди живут. Не знаю, мне интересно. А вот туда в горы вот заехать, туда вообще-то тут ущелье какое-то вот визуально. Одно, вот тут второе. Между ними вот какая-то гора, на ней какая-то мачта стоит. Вот это вообще интересно. Не знаю, вот я жду, может сейчас ожидаю, что будет еще прохладнее в ближайшее время какое-то. Вот, и тогда можно будет на велике туда мотнуться, поснимать что-нибудь интересное. Всю систему собрали, теперь набирают воду. Все скрепили, соединили. Сейчас ждем, когда вода появится в этой конструкции. Вот тут на виду. Сейчас она набирается в закрытые в эти бочки. Ну что, друзья, вот наша расклывушка, вот такая, с таким вот матрасом. Матрас был в пленке упаковочной, мы ее положили под матрас. Вот такая вот здесь, что это такое, ДСПшка, не ДСП, ДВПшка, на чем лежит матрас. И металлический каркас. Очень тяжелая раскладушка. Эта раскладушка не такая... Олег, выйди, пожалуйста. Как мы привыкли в советские времена, да? Она легкая, ее любой ребенок может, да, взять. Она еще ложишься, по башке бьет. Точно. Вот, а здесь она полноценная, хорошая, обыкновенная кровать. Единственное, почему она называется раскладушкой, потому что она складывается... Но, тем не менее, ее 2 мужика вот могут только потащить. Один ее тяжело. Сейчас уже один может, потому что там колеса. Ну если колеса. А просто если в руки взять, то это нужно двоим мужчинам. Она мега тяжелая. Вот такая вот теперь у нас кровать. Здесь живет на балконе с подушечкой. Так, ой, мамочка, господи, как с тобой тут тесно. Здесь еще лавочка. Там у нас водяная система. И Алексей поместился вот в этом пространстве, которое после кровати. С этих сторон вообще. Ну, сейчас солнышко уйдет, откроешь себе вот с видом... Сидеть. Вот тут будет стоять мой столик, а вот здесь стулик. С видом на море, зато будешь работать. По-моему, у тебя шикарные условия. Устанешь, ляжешь. Я же не всегда буду на этой. Вообще, расквиушку эту купила я себе. Мальчики, официально заявляю, расквиушку купила я себе. Но когда я не лежу на ней, разрешено папе лечь отдохнуть. Я, в принципе, если там чуть-чуть подустал, хочу полежать, могу на свою. На свою, конечно. Шкет мелкий. Слушай, качается, мне это не нравится. Лавочка. Короче, здесь можно и сидеть теперь, и лежать теперь. И кататься. Ага. Сразу туда тебе дядя наш друг сказал, тебе сразу туда, в бассейн. Катись.
Нет, скатиться не смогу. Я максимум на беседку смогу. Смотри осторожно здесь ногами, не долбани стекло. Понял? Так нельзя делать. Я Все, могу так что попробовать. вон там бассейн у нас. Кто там купается? Там никого и нет. Раз-два человека там в воде. Два. Третий-то на суше, тетя. Раз-два. Все, сейчас вообще одна девочка только. Если удивляется. Вот. Так что вот такие у нас дела. Да, и эта раскладушка стоит 900 лир. На наши деньги 8100 рублей. На русские деньги. Да, дорого, но здесь в Турции мебель вся мега дорогая. От этого никуда не денешься. Хочешь бери, хочешь не бери, никто не заставляет. Я очень хотела, и моя мечта сбылась. Все. А тем временем у нас оставалась баранинка. Я готовлю плавешник с бараниной. Вот такой вот вкусный, аппетитный плов у нас сегодня будет. Посмотрите, как это аппетитно. У меня уже, мы сейчас довольно-таки голодные. У меня уже прям аппетит разыгрался, слюна выделяется. О! Кому нравится, ставьте лайк. Вот с такой баранинкой у нас сегодня плавешник на мукбанге будет. Еще нам дали почки. Но почки я не стала ложить в казан. Отдельно их вот здесь готовлю. Не знаю, готовы уже вроде. Сейчас солью посыпем и попробуем с Алексеем. Потому что почки категорически запрещено Олегу. И почки, видите, все равно дают свой сок, чтобы, короче, не было проблематично накормить Олега этим пловом. Плов-то ему можно, а почки ему категорически нельзя. Поэтому я в отдельном сотейнике готовлю почки, там готовлю плов. Здесь у меня подготовлены овощи для рецепта. В общем, все у нас, друзья мои, хорошо. Дети заниматься сложно. Миша с 7 часов занимается, ему еще 2 сочинения. Одно он уже написал, надо только с черновика переписать в чистовик. Я уж переписал. Да ладно, как это? Так, это я уже переписал. Серьезно? Он уже переписал, оказывается. Вот. На 4 страницы у тебя получилась домашка? Какой 4 страницы? Ну вот, А, 4-я. ну Да. да. 4 страницы. Теперь осталось по литературе написать? Да. Ну все, знаки препинания надо проверить, да? Да. Ладно. Все, русский, получается, ты все сделал? Это последнее по русскому задание? Это 5-е. Все сделал, получается. Да. Тогда, Ой, точнее, 4-е. тогда доделывай. 4-е 52 убрали. 52 должны дать. Ну, должны прям дать. Может, не понравится учителю твое сочинение. Может, ошибки будут. Поэтому не факт. Тогда доделывай, пожалуйста, литературу. Сейчас мы с папой перекусим, плов у меня будет готов, и мы пойдем на море. Сегодня хотим пораньше на море пойти, хотя бы часов в 5, да, Леш? Хотя бы да. Вот. В общем, планов у нас еще громадье, поэтому мы занимаемся делами. Мы с Мишуткой... Вот, кстати, тут этот... Да, кстати, можно тут оставить, да? Ну, да. Мы с Мишуткой решили согрешить немножко. И смотрите, куда мы пришли. Мераба. Надо этот... А? Насысын, как дела? И полоскаться. Пришли в бассейн, тут уже не так много народу. Решили искупнуться. Чек Гюзаль. Ага, ага. Когда выходит, говорит, ой, голову не мочи, холодно будет. Тело только. Мишута, только лицо не мочи в бассейне. Да. Она... Серьезно? Ледяная? Давай, поплавай до того берега, я тебя сниму, а потом... А они уже пошли, прикинь? Нет, это не они. Мишутка плавает.
Мы стараемся... О, вода-то нифига не это самое, не теплая. Вода-то холодная. Миша, холодно? Да? Так красиво плаваешь, так ручку вытягиваешь, как Тимоша. А Алексей с Олегом пошли на 15 этаж проверить нашу солнечную батарею, а мы с Мишуткой немножко решили поплавать. Сейчас я тоже окунусь. Да? Холодная вода? Очень. Маме, может, не залазить? Залазить. А то я замерзну. Не надо. Ты помнишь, что это не есть хорошо? А можно на горку залезу? Нет. Можно? Спасибо. Нет. Не надо. Ну что, друзья, Алексей пообещал вам сказать по поводу стоимости. Монтирую, лежу, жду, когда же он скажет, но он не сказал. Включила камеру, чтобы сказать вам по поводу стоимости солнечной батареи. О, протерла камеру, стало лучше видно, да? Значит, обошлось нам это все дело в общей сложности 2500 лир. Если считать, переводить на рубли, то грубо можно умножить на 9, получается 18 тысяч и еще 4,5, 22,5 тысячи. Вот. Но, насколько я понимаю, это выгодно, потому что мы, получается, на нагрев воды вообще теперь не будем тратить электричество. До этого мы тратили электронагревателем, нагревали, и то у нас, знаете, электронагреватель душ Шоуфбен, по-моему, он называется, он только в душевой кабине висит, и, соответственно, вода теплая, горячая у нас только в душевой кабине, а в кране на кухне и в кране в ванной комнате, в раковине, да, вода холодная, но сейчас, пока было лето, это, в принципе, не так уж и важно, летом жара невыносимая, и эта вода, она только освежает, да, скажем так. Но впереди зима, я думаю, что будет не очень приятно пользоваться холодной водой в зимний период времени, когда и в квартире тоже будет холодно. Поэтому мы даже особо не раздумывали, просто вы сами знаете, какая у нас была материальная ситуация в семье, да, из-за покупки квартиры, вот, поэтому мы немножко дождались, пока нам пару раз зарплату выплатит YouTube, вот, и поставили вот эти вот солнечные батареи. Задач у нас, в принципе, до солнечных батарей было много решено задач различных, да, в том числе и с документами мы тоже, это тоже определенные затраты. Вот, так что немножко, да, пару месяцев выждали, чтобы с колен на ноги подняться финансово, и сделали эту солнечную батарею, в связи с чем, собственно, мы очень рады. Теперь у нас горячая, просто нереально горячая кипятковая вода и в душе, и в раковине на кухне, и в раковине в ванной комнате. Вот. 2500 рублей, ой, простите, 2500 лир, и, конечно же, не обошлось без помощи нашего дорогого и любимого турецкого друга. Спасибо ему огромное за это, спасибо вообще за все, что они для нас делают. Мы их любим уже как родных. И они к нам точно так же тоже относятся. Мы очень счастливы, что они у нас есть. Вот, он нам, ну, собственно говоря, можно сказать, он нам это все и сделал, потому что мы турецкого не знаем. Чисто теоретически мы могли через мессенджер, да, переписаться. Но он, как только узнал, что мы это хотим сделать, тут же пришел за нами. Пришел к нам сосед, я немножко сменила локацию, у меня отключилась батарейка, в общем, недорассказала, да? Что вы делаете? В общем, сосед позвонил сразу, как только узнал, зашел за нами, мы поднялись вместе на 15 этаж, на крышу. Он позвонил, сразу пообщался. Это был на момент, когда это все происходило, вторник. На четверг уже мастер сказала, я приеду к 10 утра. Вот.
ну, цену все обговорил. Потом мастер приехал, он тоже его встретил, все с ним там был. Короче, вот сколько мастер работал, столько он там был вместе на крыше с Алексеем и с мастером. В общем, мы-то, конечно же, кроме как «здрасте» мастеру сказать больше ничего не могли, поэтому все переговоры, все разговоры вот, поддерживал наш турецкий друг с мастером. Такие вот дела. Ну что ж, друзья, ну а это видео уже буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.